Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Видео уже очень много. Узорчиков разных, всяких сложных, простых, ажурных. Для палантинов, для пледов, для кофточек. На любой вкус, на любой цвет. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Там собраны коллекции узорчиков для вашего удобства. Я надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, свои комментарии. Не забудьте подписаться, чтобы не потерять канал. И, естественно, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Своим постоянным зрителям, своим девчонкам, подписчицам огромнейший привет. Очень рада вас видеть на своем канале, читать ваши комментарии. Вы большая моя группа поддержки. Говорю это каждое видео. Спасибо вам огромное. Я сегодня к вам вот такой цветовой палитрой. Ниточки Yarn Art Baby, мы с ними давно уже работали, вы уже про них все знаете. Но если новички на канале не знают, смотрите. Это получается у нас 100% акрил. Данные моточки небольшие. 50 грамм, 150 метров. Но есть моточки побольше, 100 грамм, 300 метров. Это то же самое. Увидите, берите, это то же самое. Итак, и производитель здесь рекомендует брать крючок 3,5 мм. Вот, мы с вами берем 3,5 мм. И сегодня я хочу вам показать один из квадратных мотивчиков, да, для пледа, для жилетки. Возможно, это для шарфика, возможно, для кардиганчика, для сумочки, для чего угодно. Можно использовать любые ниточки, не только такие, какие я показываю, любые ниточки и использовать в любом изделии. Классно? Универсально, да? Ну что, давайте приступим. Итак, давайте начнем с сереньких ниточек. Ну, вот так вот просто захотела. То есть это не принципиально, не сильно важно, с какого цвета вы начнете. Правильно же? Я вам покажу принцип узорчика. Узорчик не тяжелый, так скажем. Итак, зафиксировали петельку. Все как всегда, как обычно. Не забывайте заглядывать в Инстаграм. Там я выкладываю тоже и квадратные мотивы, и узорчики различные, и для шалик, для палантинов, и ананасы. В общем, много-много-много. Угу. Итак, теперь набираем 10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее мы должны будем сделать с вами кольцо. Для этого мы с вами возвращаемся к самой-самой первой петельке. Так, вот первая петелька. Вводим крючок вот в эту нашу косичку, вот в эту петельку. Вытягиваем так вот, захватываем ниточку, вытягиваем ее и сразу же протягиваем через нашу вот эту петельку на крючке. Все. Вот наше колечко. Ничего сложного. Дальше делаем 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Накид. И сюда же, вот в колечко, да, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. Пока просто повторяете, а дальше поймете принцип узорчика. 2 воздушные петли. Раз, два. А теперь внимательно будьте. Накид. Ввели в кольцо крючок, вытянули ниточку и провязали столбик, но не полностью. То есть первые 2 петельки, стоп, накид, опять ввели крючок в кольцо, вытянули ниточку и провязали 2 петельки, стоп. Когда у нас на крючке 3 петельки, мы их провязываем вместе. Оп, понятно? Опять 2 воздушные петельки и точно так же провязываем неполный столбик с накидом. Раз, еще раз накид, еще такой же неполный столбик с накидом 2. Когда 3 петельки на крючке, провязали вместе. Опять 2 воздушные петельки и точно так же. Раз, накид 2, и когда 3 петельки, провязали их все вместе. Понятно? И вот так вот мы с вами по кругу идем, 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 и должны будем с вами провязать вот так вот 12 раз. То есть это у нас будет первый раз, второй, третий, четвертый, да? Еще раз точно так же сделайте 8 раз. Не забывайте по 2 воздушные петельки. Раз петелька, 2 петелька и так далее. Хорошо? Сейчас вы сделаете по кругу. Всего должно быть у вас 12 вот таких вот столбиков. И я вас здесь встречаю. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот наш кругляшок готов, да? Вот наши 12 элементов, как циферблат, да? Провязанные 2 полустолбика с накидом с одной вершиной. Итак, провязали последние 2 полустолбика, 2 воздушные петельки и соединяем с 3 петельками подъема, которые у нас были в начале ряда. Ввели крючок в 3-ю петельку, да, воздушную, вытянули ниточку и провязали вот так вот наши воздушные петельки. Дальше ныряем в арочку, которая у нас вот между этими двумя, между элементами, да, двойными. Вытянули серую ниточку. Здесь я хочу поменять цвет. Если вы меняете, то повторяйте за мной. Если не меняете, продолжайте этой же ниточкой. Итак, вот эти вот 2 петельки на крючке я провязываю новой ниточкой. Раз, все, переключилась на новую ниточку.
3 петельки подъема, раз, два, три, накид, ныряю сюда же в эту же арочку, вытягиваю ниточку и провязываю полустолбик. Раз, стоп. Точно так же еще раз делаю. В арочку ныряю, вытягиваю ниточку и провязываю только всего лишь 2 петельки. Стоп. А теперь все вместе 3 петли провязала, так, зафиксировала. Есть. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь мы с вами в этом ряду будем работать только лишь в арочках. Понятно? Вот между этими столбиками двойными будет у нас арочки, и мы работаем в арочках. Итак, в арочку накид сделали, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, накид еще раз, стоп, накид еще раз, стоп. Получается у нас 4 петельки на крючке, и когда 4 петельки, мы их вместе провязываем. Раз, зафиксировали. Понятно? Вот такая вот получается у нас шишечка. 3 воздушные петельки, и опять переходим в следующую арочку. Нырнули, вытянули, провязали. Нырнули с накидом, вытянули, провязали, накид, нырнули, вытянули, провязали. 4 петельки, провязали их вместе, зафиксировали. 3 воздушные петли. И так далее вы провязываете полностью по всем арочкам по кругу. Да? Несложно. Давайте провяжите самостоятельно, а здесь вот я вот, когда будем соединять начало, да, я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот наш циферблат, грубо говоря, да, растет. А у нас 12 элементов получилось розовеньких. Между элементами вот этими, да, то есть уже тройные элементы, 3 полустолбика с общей вершиной. Сделали последние 3 воздушные петельки и соединяемся вот с такой первой нашей шишечкой. Вот видите, верхушечка. Вводим крючок, вытягиваем ниточку и вместе вот так провязываем. Угу. И здесь, смотрите, вы можете либо добавлять новый цвет, либо продолжать этим же цветом. Если я захочу добавить новый цвет, то получается в этом моменте как раз я и введу новую ниточку. Итак, вот моя петелька, вот моя верхушечка, вот я вытягиваю ниточку и провязываю ее новым цветом. Точно так же, как мы в узорах с вами показывали, да? 2 петельки мы провязываем новой ниточкой. Есть. Тут у меня по узорчику будет 1 воздушная петелька, и сюда же вот такой вот столбик без накида. Подтянули розовую, чтобы было красиво. Подтянули желтенькую. Что делаем дальше? Дальше у нас по узорчику 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот эту первую арочку из 3 воздушных петелек мы пропускаем. Мы перешагиваем в следующую арочку. Видите? И работать будем с этой арочкой. Итак, накид. Ввели крючок, вытянули ниточку, провязали только 2 петельки. Раз. То же самое 2. То же самое 3. Все вместе провязали, когда 4 петельки на крючке. Провязали, зафиксировали. Сделали 2 воздушные петельки. Будьте внимательны. Накид. Точно такую же шишечку, бубочку сделали. Раз, два, три. Когда 4 петельки все вместе провязали, зафиксировали. А здесь будьте внимательны. Здесь у нас будет 4 воздушные петельки. Мы формируем угол. Раз, два, три, 4. И делаем точно такую же еще одну шишечку. Раз, накид, 2, накид, 3, провязали, зафиксировали, 2 воздушные петельки и сюда же еще одна такая же шишечка-бубочка, накид, ввели крючок в эту же арочку, раз, накид, 2, накид, 3. Когда 4 петельки все вместе провязали, зафиксировали. Если внимательно посмотрите, да, вот наш круг, 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 а вот это у нас начинает формироваться квадратик. Угу. То есть это у нас будет угол, он состоит из 4 вот таких вот шишечек. Между шишечками 1, 2 и между шишечками 3, 4 по 2 воздушные петельки, а между средними шишечками 4 воздушные петельки. Поняли, да? Давайте еще раз. Итак, связали мы последнюю шишечку. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Вот эту мы арочку пропускаем, розовенькую, да? И получается следующий столбик, который идет, следующий столбик, мы в верхушку этого столбика делаем столбик без накида. Есть. Понятно? 3 воздушные петельки. Пропускаем опять арочку, вот эту вот следующую, которая идет за столбиком. И в эту арочку будем формировать с вами квадратик.
Вот такой вот угол, да? Опять 4 шишечки-бубочки. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки в начале. Далее сюда же вторая шишечка. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот тут 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Все, угол сформирован. Накид, сюда же шишечка. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. И тут будет 2 воздушные петельки, 4 шишечка сюда же. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. И далее, получается, пропускаем мы одну арочку. И в следующую шишечку, в верхушку, вводим, провязываем столбик без накида. Как вам? Красота? Красота. Давайте до конца еще 2 уголочка самостоятельно, а здесь я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Вот уже, да, сформировался практически наш квадратик. Но для полноты картины мы должны будем его обвязать. Итак, вот мы присоединяемся, получается, заканчиваем наш ряд, присоединяемся к началу, вытягиваем ниточку. И вот здесь переключаемся на новый цвет. Ну, допустим, я захочу, чтобы это был серенький, да. То есть вы как хотите. То есть на ваше усмотрение, какая у вас цветовая палитра есть, какие у вас остаточки есть. Итак, провязываю, воздушная петелька. И сюда же я делаю столбик без накида. Есть. Все, подтянула желтенькую ниточку, чтобы было красиво. Чуть-чуть серенькую, так, чтобы, видите, все было аккуратненько. А теперь смотрите, обвязочка будет заключаться в чем? Вот получается, мы здесь с вами в арочке провязывали 3 воздушных петельки, значит, здесь будет 3 столбика без накида. Раз, вот так вот, 2, 3. Дальше идет у нас, получается, наша шишечка, то есть в верхушечку шишечки ввели крючок, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки, значит, 2 столбика без накида. Опять шишечка, верхушечку, столбик без накида. Тут у нас было с вами, помните, да, 4 воздушные петельки, но так как здесь угол, и мы должны красиво его как бы закруглить, мы здесь будем делать 5 воздушных петелек. Вот 5 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5. Все, уголок закруглили. Дальше шишечка, шишечка, 2 воздушные петельки, значит, это у нас будет 2 столбика без накида, шишечку тоже провязали. Дальше у нас идут 3 воздушные петельки, значит 3 столбика без накида. Раз, два, 3. В сам столбик без накида вводим крючок и тоже провязываем столбик без накида. И так далее провязываем согласно петелькам. Есть воздушные петельки по количеству петелек. Есть шишечка, шишечка. Понятно? То есть там, где 2 петельки, там 2 столбика. Где 3 петельки, 3 столбика. Единственное, что на углу, там, где у нас было 4 воздушные петельки, мы провязываем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. Провяжем меньше, у нас будет уголок такой зажульканный, зажамканный. Итак, вот у нас формируется уже четко квадратик. Давайте провяжите до конца, и я с вами вместе провяжу. Так, и посмотрим, что у нас получается. Ну, гляньте уже, да? Огонь. Давайте. Встречаемся через, получается, пол рядочка. Так, смотрите, что получается. Вот наш квадратик обвязанный, да, столбиками без накида. И соединяю последний столбик с первым столбиком. Ввели крючок, вытянули ниточку. И вот так вот соединительной петелькой. И все, мы можем спокойно ниточку уже вытягивать. Хвостик мы можем отрезать. Так. Остальные ниточки в процессе вязания вы можете прятать кончики, да, либо в конце вы можете прятать кончики. То есть вот такая вот получается красота. И все, и потом вот в эти задние петельки вот так вот аккуратненько вы их и протягиваете. Кончики, естественно, их видно не будет. Вот такая вот у вас будет нежная красота. Крючок, конечно, можно для удобства брать потоньше. И тогда у вас действительно будет все так аккуратненько и ажурненько. Итак, смотрите.
Вот такой вот получается квадратик. Еще раз напомню, цвета вы можете брать совершенно любые. Материал можете брать совершенно любой. Вы можете брать хлопочек, вы можете брать тоненький хлопочек, потолще, микрофибра. Возможно, это будет акрил. То есть на ваше усмотрение, да? Какая у вас фантазия. Смотрите. Та-дам! Рояль в кустах стоял, да? Видите? Вот такая вот красота. Вот так вот вы их вместе связываете. Ну, шикарно, скажите, да? Вы можете сделать вообще цветные квадратики. То есть вообще полностью на ваше усмотрение. Это будет очень и очень красиво. И давайте посмотрим приблизительно, сколько у нас получается один квадратик. Если это же плотность вязания, если именно эти ниточки, если этот же крючок, так, то получается это у нас будет одинаковые, понятно, стороны, да? То есть это, ну, 11, да, 10 и 8. То есть вы можете, когда будете вязать свое изделие, что это у вас будет? Это у вас будет, возможно, пледик, возможно, это у вас будет кардиганчик, возможно, жилеточка. То есть вы, в принципе, можете рассчитать, сколько необходимо будет вам квадратиков, да? Опять же, напомню, вязать вы можете из любых, совсем абсолютно любых ниток. Вы можете точно так же цветными мотивами делать, да, элементиками. Вы можете одним цветом делать. То есть здесь вас никто не ограничивает. Вы можете брать остаточки. Это может быть вообще у вас каждый квадратик разного цвета. Вообще будет шикарно, весело и интересно. Понятно? Я надеюсь, видео вам понравилось. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Впереди много нового, интересного. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Ваши работы я буду ждать в директе в Инстаграме, потому что здесь нет возможности показать, да, узорчики, фотографии. А там у нас как бы есть возможность. Поэтому подписывайтесь, буду рада всем. И не забывайте, под видео есть стрелочка. Поделиться с друзьями, делитесь. Любая социальная сеть вы можете делиться. Заранее спасибо большое. Ну и спасибо, что досмотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.